Сегодня мы погружаемся в тему диверсификации, а именно криптовалют. Могут ли вот эти очень волатильные активы реально улучшить инвестиционный портфель? Или это, просто слишком рискованная игра? Да, тема, конечно, на слуху, и данные тут интересные. Мы посмотрели разные источники, и академические исследования, и анализ данных с Reddit, и работы по новым подходам вроде машинного обучения. Да, постарались охватить разные углы. У нас тут несколько исследований, как портфели собирать, какие там риски, как монеты между собой связаны. Попробуем разобраться, есть ли какой-то более осмысленный подход к криптоинвестициям. Такой серьезный разговор про криптовалюты, но не про прогнозы, а про то, что говорит наука. Попробуем выжать из этих работ самое главное. Разобраться, какие вообще стратегии диверсификации с криптой существуют, как они работают и что нам говорят цифры исследования об их эффективности. Начнем с основ, наверное. Вот классическая диверсификация, она же для чего? Чтобы снизить риск. Именно. И исследования это подтверждают. Вот, например, если в чисто криптовалютный портфель добавить традиционные активы, то риск может заметно упасть. Акции, скажем, снижают его в среднем процентов на 36. Совершенно верно. Это как бы один вектор – стабилизировать крипту чем-то привычным, но работает и в обратную сторону. То есть добавить немного криптовалюты в портфель из акций и облигаций. Да. И тут тоже есть исследования, которые показывают, грамотное добавление крипты может не только волатильность общую снизить, но и, как ни странно, повысить доходность при том же уровне риска. Но крипторынок, он имеет свои особенности. Это не просто еще один класс активов. Риски действительно серьезные, очень серьезные. Вот в одном исследовании смотрели на VR и ES. Это показатели возможных убытков. Так вот, у крипты они просто в разы выше, чем у традиционных валют, акций, сырья. Что забавно, кстати, биткоин в том анализе оказался наименее рискованным из 8 крупных монет. Но даже его риск был почти вдвое выше, чем у самого рискованного традиционного актива. Это был фьючерс на газ. Представляешь? Ого, понятно. То есть спокойной гаванью его точно не назовешь. А вот здесь, кажется, и начинается самое интригующее. Мы наткнулись на анализ данных, и там получается, что диверсификация внутри самих криптоактивов, то есть покупка разных монет, она не просто риск снижает, а она статистически повышает вероятность получить доходность выше, чем если поставить на одну случайную монету. Вот как это возможно? Обычно же диверсификация, она как бы усредняет, сглаживает и пики, и падения. А ключ здесь в крайней, просто невероятной асимметрии крипторынка. Вот представьте себе, подавляющее большинство криптопроектов, скажем, 80%, они со временем теряют в цене. Часто вообще все теряют. Вот, если вы вложитесь в одну монету наугад, то, скорее всего, ваш результат будет, мягко говоря, ниже среднего. Медианный доход там что-то около 0,19 от вложенного. То есть потеря 81%, понимаете? Медианный. То есть типичный инвестор теряет деньги. Если выбирает одну случайную монету, да, весьма вероятно. Но есть небольшое число проектов, которые выстреливают. И их доходность может быть просто астрономической. Десятки, сотни иксов. Ага. И вот из-за этих немногих звезд средняя доходность по всему рынку выглядит очень даже внушительно. Что-то около 3х от вложений в среднем. А если брать доходность до пика цены, там вообще цифры сумасшедшие, в среднем 91х. Понятно. То есть средняя и медиана – это две большие разницы здесь. Именно. И диверсификация в крипте работает не столько как способ снизить риск, сколько как способ повысить шансы поймать вот такую ракету в свой портфель. Она тянет результат портфеля к вот этой высокой средней доходности рынка, а не оставляет его на уровне низкой медианной. То есть это не совсем про безопасность в классическом смысле. Это больше про увеличение шансов на крупный выигрыш. В каком-то смысле да. Увеличить вероятность приблизиться к среднему по больнице, которая тут, на удивление, высокая из-за этих выбросов. И что использовать несколько разных монет лучше, чем одну. Но это еще не все. А дальше больше. От выбора отдельных монет можно перейти к более системным вещам. Каким?
Что-то вроде индексного инвестирования, но для крипты. Близко, но сложнее. Например, факторный анализ. Как у Фамен Френча для акций. Это когда инвестируют не в отдельные монеты, а в целые портфели, собранные по какому-то общему признаку, фактору. Например, фактор размера, то есть капитализация. Чем крупнее монета, тем, как правило, ниже ее ожидаемая доходность в будущем. Еще смотрят на объем торгов, тут результаты неоднозначные. И моментум, то есть инерция цены. То, что росло, имеет тенденцию расти дальше. Это тоже знакомый фактор. Эти факторы рассчитываются по тысячам монет. И что это дает? А вот добавление таких факторных портфелей к традиционному портфелю из акций и облигаций, как показывают исследования, дает значительные преимущества. Причем, что важно, вне выборки, то есть стратегия показывает себя хорошо не только на тех данных, на которых ее создавали, но и на новых. Звучит уже как серьезная аналитика. Похоже, простыми методами тут не обойтись, если хочешь сделать все грамотно. Совершенно верно. Огромное число этих криптоактивов, их дикая изменчивость, все это требует инструментов посложнее. Используют, например, кластеризацию. Это когда сначала группируют похожие по поведению монеты, а уже потом оптимизируют портфель внутри этих групп или между ними. Это как бы упрощает задачу, когда у вас не 1000 вариантов для выбора. Исследования как раз показывают, что есть группы или кластеры криптовалют, которые движутся похоже друг с другом, но отлично от других групп. Вот одно исследование, там использовали корреляцию Спирмана, метод оценки связи, и выделили 3 кластера среди 8 крупнейших монет. Ага. И что важно, вот 3 гиганта, биткоин, эфир и XRP, они попали в разные кластеры. О, вот это уже интересно. Но насколько эти группы стабильны? Не бывает так, что сегодня они в разных кластерах, а завтра вдруг все вместе пошли в одну сторону. Хороший вопрос, очень правильный. Поэтому есть и другой подход – сетевой анализ. Это когда связи между монетами представляют как сеть, паутину. И там уже ищут устойчивые сообщества, то есть группы, которые долгое время сильно связаны внутри себя и слабо с другими. Это, конечно, сложнее, но, возможно, надежнее. А что еще? Машинное обучение упоминали? Да, его тоже применяют. Например, есть методы вроде CRNet, которые пытаются использовать для прогнозирования доходности, чтобы строить портфели, которые лучше адаптируются к вот этим бешеным скачкам рынка. И другие подходы есть. Анализ сетей, топологический анализ данных. Модели прогнозирования, даже продвинутые, могут неплохо работать в спокойное время, но во время шоков, вроде ковида, они часто просто, ломаются. Так, давайте попробуем подвести какой-то итог. Получается, криптовалюты могут быть полезным инструментом для диверсификации. Но это задачка со звездочкой. Требует особого подхода, специальных инструментов. Потенциал есть и для улучшения профиля риска, и для доходности, но критически важно понимать, это актив с уникальными свойствами. Высокая волатильность, вот эта асимметрия, о которой говорили. Стандартные модели нужно, как минимум, адаптировать, а лучше использовать более продвинутые методы. И результат, видимо, сильно зависит от качества этих методов. Конечно, от точности прогнозов, которые лежат в основе моделей, от готовности самого инвестора к риску, насколько он может терпеть просадки, и даже от технических возможностей. Понятно. Значит, диверсификация с криптовалютами – это не просто добавить новый актив в список. Это целая история со своими правилами, рисками и, возможно, уникальными возможностями. Требует, скажем так, более изощренного подхода. Именно. Что мы можем вынести из этого погружения в исследование? Первое. Крипта – это очень рискованно. Второе. Диверсификация внутри крипты возможна. Анализ связей, кластеризация – это не просто теория, а рабочие подходы, чтобы попытаться собрать портфель поумнее. Именно. Искать активы из разных семейств, которые ведут себя по-разному – это осмысленная стратегия. Третье. Появляются продвинутые методы управления. Нейросети, комбинации с прогнозами, факторные модели. Они показывают потенциал. Хотя, конечно, это не гарантия успеха. Да, потенциал есть, но нужно помнить об ограничениях, особенно в периоды нестабильности, и о том, что эти модели требуют постоянной проверки и адаптации. И последнее, но очень важное. Связь крипты с традиционными рынками, она не статична. Она меняется со временем. Точно.
И это ключевой момент для стратегии. То, что работало вчера, может не сработать завтра. И вот, наверное, главная пища для размышлений на будущее. Мы видим, что корреляции меняются, что на рынок приходят крупные институциональные игроки. Как это все может изменить саму природу криптовалют? Останутся ли они таким же спекулятивным, оторванным классом активов или станут чем-то другим? И какие новые инструменты анализа нам понадобятся, чтобы во всем этом ориентироваться? Вот это, пожалуй, самый интересный вопрос. И вот, кстати, мысль для размышления под конец. Учитывая всю эту уникальную динамику крипторынка, асимметрию, волатильность, вот эти противоположные тренды, о которых упоминают в сетевом анализе, насколько вообще нужно пересматривать классические портфельные теории? Достаточно ли их, чтобы адекватно описать и эффективно использовать криптоактивы?